Так что, получается, ты отца никогда не видел? Почти. Мама уехала в из Иордании, когда мне было 4 года. А что ей там не понравилось? Он из бедных был? Нет, один из самых знатных. Странно. Жила бы там, как у кота за пазухой. А так, говоришь, еле концы с концами сводила, пока тебя вырастила. Ну, бабушка с дедушкой ее... Опа. Извините. Бабушка с дедушкой на нее обиделись. А как можно безбедно прожить на зарплату детсадской воспитательницы? Ага. А правду говорят, что ты с ковриком ходил, не наши молитвы читал, а тебя лупили? Это от незнания и от непонимания, что Бог у нас один. Просто вероисповедания разные. Ну, а мама что говорит? Мама плакала. Даже била сначала. Сейчас, правда, уже успокоилась. Я ведь к отцу обещал уехать. Выучил арабский, английский. Оказывается, я в роду у них один из мужчин остался. У дедушки было 7 дочек и мой папа, а у папы 5 дочек и я. Ого. Опять перебои на подстанции. Продолжай. Да, дедушка умер, правда. Сам, что ли? Что сам? Языки выучил сам? Ну, а с кем же? Не знаю. Может, со своей девушкой. Да ты у нас умный какой. Прям загляденье. Ага. Ну что, солдатик, пойдем ко мне. Помоешься, я тебя накормлю. А что ты так напрягся? Как сердечко бьется. Как воробушка в сетях. И пахнешь так вкусно. Поехали, солдатик. Твоя девушка не узнает. Нет у меня девушки. Подожди, так что? Так ты у нас ни с кем не встречался никогда? Какой же ты у меня умничка. Иорданский князь. На подстанции, говорят, проблемы. Света часа 4 не будет. Хорошо, что нет тяжелых. Операцию не надо делать. Оголите руку, пожалуйста. Может быть, больно. Что читаете, если не секрет? Это военная тайна. И все же. Читаю Булгакова. «Мастер и Маргарита». Очень люблю эту книгу. Правда? А я почему-то нет. Хотя 2 раза перечитывала. Может, я просто глупая? Может. Спокойной ночи. Я сидел, съежившись, на полу у печки. Я открыл дверцу так, что жар начал обжигать мне лицо и руки.
Я шептал сухими губами. Догадайся, что со мной случилась беда. Приди. 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 Но никто не шел. В печке горел огонь. В окна стучал дождь. И тогда случилось последнее. Мамочка, а ты куда? Гечка, ты почему не спишь? Быстро закрывай глазки. Я сбегаю на заставу. Оставлю угощение капитану Огневу. Здравия желаю. Здравия желаю. Подождите. Держите хачапури. Нам не положено. Только испекла. Ну, спасибо. Спасибо вам большое. На здоровье. О, Кать, привет. Пришла, нет тебя нигде. Думала, самоволка ушла. О, и правильно. Лазарет пустой. Только один политрук. Я подошла к двери, послушала, тихо спит. Сегодня же наши с учения возвращаются. Осмотр нужно будет делать. Опять пол затопчут. Не намоешься за ними. Куда ж ты, Кать?
1 плюс 2. 3. А 2 плюс 1. Мам, ты что? Давай ешь. Вот чаечек тебе. А кто это там пришел? Давай ешь скорей. Вадик! Здравствуй, любимый. А ты почему не позвонил? Здравствуй. Не смотри на меня, я сейчас быстро приведу себя в порядок. А в комнате Борька завтракает, присоединяйся. Твои любимые хинкали. О, привет. Привет. Что ты без аппетита завтракаешь? Будешь? Не, брат, спасибо, не хочу. Еще Иди 3 сюда. секунды, и я готова. Боречка, ешь быстрее, опоздаем в сад. Что у тебя здесь? Огнев, мне этих Тамрико, доброе утро. Мама А каждый вы еще в день садик не ушли? Нет. А Борьку моего захватите? Сил нет. А я печенье Ой, спасибо. люблю. А через 5 минут он во дворе. Ждем. Ага. Отлично. Так, Борька, идем в садик. Хорошо? Хорошо. Только в садике поешь обязательно. Ладно? М. Бери печенье. Пошли. Мама, а Мгм. сколько ты меня заберешь? Пока, Огнев. Пока, Зарубин. А можно я завтра в садик не пойду? Доброе утро всем. Здравствуйте, тетя Ира. Здравствуй, дорогая. Борька, никаких драк. Мне еще боксеров в доме не хватало. Борька, побежали. Сейчас кормить тебя буду. Хинкали утром приготовила. Не надо, Ир. Ты не голодный? Как же хорошо, что соседка еще не ушла. А то тебе пришлось бы ждать, пока я Борьку отведу. Ир, А что ты на меня так смотришь? М? Вадим. Ир, это наша последняя встреча. Прости. Утренняя бодрящая шутка. Я больше не приду. Ты меня бросаешь? Нет. В чем я провинилась, Вадим? Ни в чем, Ир. Ты замечательная, но... Ты меня не любишь. Ну так что изменилось? Все же как прежде. Я же тебя люблю. Так что изменилось? Вадим, подожди, подожди. Я тебя спрашиваю, так что изменилось? Что? Ира, перестань! Если тебе когда-нибудь что-нибудь будет нужно, дай знать. Что? Я прошу тебя, пожалуйста. Я не смогу без тебя. Ира, пожалуйста. Я не хочу без не тебя жить, унижайся. слышишь? Пожалуйста, не бросай меня. А я жить без тебя не могу. Я дышать без тебя не могу. Успокойся! Не порть всё. Или нет? Кто? Скажи, кто она? Пожалуйста, я тебя очень Нет, 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 нет. Жанночка, Ну, наконец-то. я только с пробежки. Доброе утро. Какое доброе, Вика. Юра не ночевал дома, я с ума сойду. И что делать? Надо спасать нашего мальчика. Мальчик вырос. Это его жизнь. Мы теперь только наблюдатели. Да. То есть надо сидеть, сложа руки, и ждать, когда он сам залезет в петлю? Так, пожалуйста. Нет, этого не будет. Что же делать? А, я предложу ей денег. Как думаешь, сколько? Жанна, я могу предложить только одно – не вмешиваться. Хотите со своей благородной мамочкой остаться чистенькими? При чем здесь моя мама? Быстро предложи что-нибудь. А то легко давать дипломатические советы из Швейцарии, делая вид, что ничего не происходит. Хорошо, давай я поговорю с Юрой. Тихо. Пришел. В ожившем сердце ожило.
Я вспомнил. Браво, браво. О, Лидусик. Как тебе мое верхнее ре? Good morning, mother. Ты в приму театр кабуки. Он что, пьет? И все было. Это не его ребенок. Я... Отдай. Нет. Отдай! Мое. Пусти! Нет, Сейчас! мое. Посмотри на мать! Кабук, ты... Мама! Без мама. Я спать. До 12 меня не трогать. Займись сыном. Дарья, ступай. Распустился. Где ты был? Лидусь! Юра! Лидусь, ты так и не ответила, как тебе моя... Юра, я, верхняя кажется, задала вопрос. Раз, два, три, четыре... Ты что делаешь? Пытаюсь понять, есть ли что детская кроватка. 2 кроватки. Вах мечтает о двойне. И, кстати, майор оказался самым настоящим. Мы с ним созвонились, и он рапортовал, Тумбочку поставь. что... Я сказала, поставил тумбочку. И он рапортовал, что приедет сразу же после учений. Что вам, моя дорогая мазер, завтра придется накрывать стол будущему родственнику. О! Это из альбома Агвая. Не хочешь, как хочешь. А я устал. Хочу спать. До вечера меня не трогать. Оп! Трясячок давай, притопи. Боюсь, на поезд опоздаю. Вы в отпуск? Принудительный. Дочка лишь замуж собралась. А родители жениха – дипломаты из Тюриха. Мать его смогла прилететь только на пару дней. Вот, приходится подстраиваться. Вот погода нервная, а? То дождь, то солнце. Это лаванда? В лесу странно. Да, тут такие островки встречаются. Товарищ майор, а разрешите здесь катапультироваться? Хочу жене цветов нарвать. А на лаванду вообще никогда не видел. Давай катапультируйся. Есть. Жене передай. Лаванда от моли помогает лучше, чем нафталин. Мне Рая сказала. Обязательно передам. Спасибо. Счастливый. Поехали. Товарищ майор, дождь усиливается. Может, темп набросить? Давай.
происходит? Кать, побегал и сказал, что возил тебя в город, в больницу. Почему ты мне не сказала? Что-то случилось? У нас не может быть секретов. Катя. Вы ни в чем не виноваты. Это мистическое сыграло с нами злую шутку. Любимая, какое мистическое. Не говори, пожалуйста, глупости. Все это глупости, Катя. Катя, сегодня возвращается Богданов. Мы ему все расскажем. Что расскажем? Все. Все. Что я забираю тебя у него. Что я тебя забираю у него. Забираю как вещь. Слушай, забираю. А ребенка? Ребенка вы тоже забираете? Какого ребенка? Какого ребенка? Я сегодня была в городе у врача. Мне сказали 2 месяца. Я теперь понимаю, зачем Маргарите нужен был Воланд. Чтобы воплотить свои темные желания. Катя. Катя. То, что произошло, не было темными желаниями. Это было... Уходите. 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 Ты гонишь меня? Пожалуйста, уходите. А мало того, что я себя ненавижу, вы хотите, чтобы я возненавидела и вас? Я вас ненавижу. Иорданский князь, пора просыпаться. Доброе утро, иорданская царица. Черт. Рай, что случилось? Давай, быстро вставай. Калинин с полигона возвращается. Еще не хватало, чтобы нас застукали. Давай. Давай, давай. Рая, когда мы увидимся? Да иди ты уже. Рай, так когда? Да иди ты уже, что-нибудь придумаю. Давай.
должен говорить. Илюша, дорогой, приехал. Илюша. А что ты молчишь? Расстроил Здравствуй, моя кто-то? хорошая. Илюшенька, что ты делаешь? Пожалуйста. Ну, Илюша, да не молчи ты. Зачем тебе вещи? Что ты делаешь, Илюша? Да не верь ты никому. Слышишь? Это все злые языки. Да они не люди, змеи подколодные. Илюша, да они нашей любви завидуют. И нашему счастью с тобой. Илюша, не дам. Илюша. Я не понимаю, о чем ты. А как же Аллочка без тебя? Аглая звонила, мать жениха приехала на 2 дня, ждет встречи. Взял начальство отпуск на неделю, так что придется вам, девочки мои, любимые, поскучать без меня дней 5, да, моя хорошая? Да, Илюшенька. Одеколон. Рая, одеколон. Красная Москва. Ты же мне недавно сам подарил. Я вспоминаю, где мой. И бритвенные принадлежности. Слушай, а что ты такая уставшая? Ты не приболела, нет? Так Алка каждую ночь животиком мается. Не до сна. Приеду к лучшим врачам, отвезу. Илюшенька, я соскучилась. Останься ненадолго. Ой, какая ты. Ну? Нет, не успею. Я в душ быстро. Бритвенные принадлежности. Здравия желаю. Товарищ Богданова. Кать. Катюш. Смотри, что я тебе принес. Лаванда. Посмотри, какая красота. Митя. Митя. Кать? Что-то случилось? Митя. Ты почему плачешь? Что случилось? Митя, не бросай меня. Катюш, ты меня пугаешь. Митя, любимый, не бросай Что? меня, пожалуйста. Митя, не бросай меня, ты можешь пожалуйста. мне объяснить, что Митя, не происходит, бросай меня, Катюш? пожалуйста, Митя. Пожалуйста. Митя, не бросай меня. Катенька, я тебя не бросаю. Все, тихо. Ну. Дайте деньги на хлеб. Нет денег. Давай я тебе погадаю. Не надо мне гадать. Не будет тебе счастья. Что вы ко мне прицепились? Аглая! Аглая! Здравствуйте, Лидия Николаевна. Добрый день. Здравствуйте. Лидия Николаевна, а что с Юрой? А что с Юрием? Ну, мы же должны были моего папу встречать. Поезд уже прибывает через 5 минут. Но если а он тебя не клонирует, то и не появится. Вы говорите загадками. Абсолютно нет. Юрий сейчас сидит в аэропорту и ждет рейса на Цюрих. Как на Цюрих? Ну так, на Цюрих. Лидия Николаевна, но мы же должны были моего папу встретить и с мамой Юрия познакомиться. Ты наивная девочка.
Так складно бывает только в сказках. А жизнь, она штучка жесткая. Мне искренне жаль, что тебе пришлось столкнуться с этим так рано. Но ты выдержишь, да? Да. Ты же дочь пролетарского офицера, правда? Дочь майора. А мой внук, он не оболтус, он дерьмо, как и его мамаша. Чай ко мне приходи пить с эклерами, хорошо? Мы с тобой будем мило болтать о том, о сём, да? Я теперь совсем одна. Дарья счет. Лидия Николаевна, Юра не вернется, да? Ну, когда-нибудь он вернется, а пока ему необходимо закончить учебу в Швейцарии. Вот такие пирожные. Тебе удачи. Аглая. Папочка, любимый, ты приехал. Ну, конечно, приехал. Аглаюшка, милая, что ж ты здесь делаешь, а? Я весь вокзал обошел. Пап, он меня на Цюрих променял. Он меня бросил, понимаешь, пап, бросил. Он предал меня и нашего ребенка. Что? Я беременная, пап. Мне так стыдно, ты мне так доверял. Раиса Васильевна, Без сам, чего так долго? я патруль обходил. Думал, попадусь. Чтоб никакой патруль нас уже не Это засек. вам. Да, сейчас. Какая я тебе вам? Ой. Ах ты. В военторге купил. Да. Я давно на него засматривалась. А Зойка не удивилась? Я сказал, что маме купил. Ты умница моя. Ну, давай, за стол. Да, все для тебя готовила. Так, наедайся от пуза. Так, все свеженькое. Салатик. Хороший ты мой. Мяско? Кому-то не спится. Алло? Алло? Вас не слышно. Ты ешь давай. Ой, Илюшенька. Илюшенька, а ты где? Не слышу. Что? А, только смог дозвониться. А со сватами познакомился? Что? Сопляк ее бросил? А Аглайка? Беременная? Я же тебе говорила, меня не проведешь. Она с тобой? Ну и правильно, пусть отплачется на папкином плече. Давай, кушай. Что, Илюшенька? Да нет, ни с кем я не разговариваю. Ты такое скажешь, это я Аллочку присыпляю. А ты когда назад? Будешь выезжать, позвони обязательно.
И я тебя целую. Пока. Целую, говорю. Да, люблю, люблю тебя. Пока, хороший мой. Мое счастье. Ты куда? Мне как-то неловко, я пойду. Весамчик, хороший мой. Это первый раз неловко. А теперь ты мой. С потрохами. Пап. Папа. Пап. Вы к кому? Доброе утро. Доброе утро. К Потехиной. Поклонникам не велено. Я издалека, из Грузии, вот только цветы, вино. Специально приехал, пожалуйста. 2-й этаж, 3-я квартира. Здравия желаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Цветы возьму, все остальное нет. Почему? Потому что поклонникам вход воспрещен. Как вас вообще пропустили? А я ведь не поклонник, Лидия Николаевна. Вы кто? Я родственник ваш. Мой. Я отец Аглаи Калининой. Понятно. Пролетарский офицер. Ну что ж, проходите. Угощайтесь. Эклеры. По моему рецепту наша домработница готовит их изумительно. Угощайтесь. Честно говоря, я к сладкому. Лидия Николаевна, уважаемая, я очень хочу, чтобы вы меня поняли. Я отец Аглаи, и я буду сражаться за свою дочь. Угу. Позвольте узнать, каким образом? Расстреляете нашу семью? Да нет, я не так кровожаден. Для начала я попрошу у вас телефон родителей Юры. Попробуй поговорить с ними. А если это окажется бесполезным? Что вы тогда предпримете? Писать. Угу. Во все инстанции.
Честно говоря, первый раз в жизни чувствую себя таким беспомощным. А отставить второй. Первый раз, когда врач назвал диагноз моей жены и сказал, что что-то предпринимать бесполезно. Потом попросил забрать жену домой. Якобы в больнице нет мест. Вы сейчас не давите на жалость? Что? А вы жестокие. Жизнь такой сделала. Послушайте, если вы хотите моего совета, девочка должна сделать аборт. Я гарантирую хорошего врача, квалифицированного. Все пройдет быстро под наркозом. Да, если у вас трудности с деньгами, я помогу. А ну молчать. Держите свои грязные мысли при себе. Слышите? Я не позволю вам изуродовать жизнь моей Аглаи. Здравствуйте. Приятного аппетита. Здравствуйте. А вы папу моего случайно не видели? Видела. Вот, угостил, что приятно. Сказал, пока ты спишь, он хочет проведать свою учительницу. Она живет на проспекте Мира. Спрашивал, как лучше туда добраться. Я объяснила. Ну, что не сделаешь ради прекрасного мужчины? Проспект Мира? Да, проспект Мира. Твой папа хотел такси вызвать, а я его отговорила. Здесь же всего 2 остановки на метро. 5 копеек или 5 рублей. Есть разница? Все в порядке? Гостиница «Красная звезда». Зачем ты пошел туда? Папа, как ты мог? Ты меня предал! Зачем ты пошел к ней? Он меня бросил, ты понимаешь? Я не просила тебя его возвращать. Я прошу тебя, успокойся, тебе нельзя нервничать. Успокойся. Прошу тебя. Ну прости меня, Аглаюшка, прости, любимая, ну не подумал я. Послушай, я найду твоего Юрку, я его из-под земли достану, не то что из тюрика. Кто у него там папа? А? Дипломат? На дипломата ему право найдется. В конце концов, в советской стране живет. Да? Моральный закон никто не отменял. Женится он на тебя, обещаю, женится. Я тебя ненавижу. Постой! Студент Калинин, говорю, постой! Пап, что мне делать теперь? Рожать будем. Из института я тебе уйти не дам. Возьмешь академ отпуск и пулей ко мне на заставу. Там у меня хорошие врачи в роддоме знакомые. Все будет хорошо. Откуда у тебя знакомые в роддоме?
Оттуда. Оттуда. Сейчас придумал, да? Все будет хорошо. Почему она так долго? Знаешь, что она говорит? Может, Сказала, что заплатит за ручную стирку. Пошли. без скандала? Без скандала. Сама не ожидала. Что это с ней? Не знаю. Второй день, как сковородкой по голове треснута. Стой, догоню! Мой компот! А ну не Первый бегать мне! прибегу! Аккуратно! Может, с хахалем не лады, а может, женский мается. Нам все равно. Главное, что платит. Ладно, вы в прачечной, я в бухгалтерию. Мамочка, отпусти меня, как коржик на палке. Да, уже отпустила. И где ты оказался? Ты оказался на полигоне. Если бы не дядя Огнев, так вообще бы под снаряд попал. Я коржика искал. Он с цепи сорвался и убежал. Ох. Так, ты иди на детскую площадку, потом на заставу поедем. Ирина Сергеевна, вот вы где. А я вас ищу везде. Площадка! В кабинет зашла, а там нет никого. Вот, мне накладную надо подписать. Какую накладную? Ну как какую? Шефы столько всего передали там. Макароны, сахар, тушенка. А сгущенки на 2 года хватит. Не с кем оставить? Ой, после того, что я пережила, ни на шаг его не хочу отпускать от себя. Я представляю, что со мной было бы, если бы Борька оказался под обстрелом. Если бы не товарищ Огнев, вообще не знаю, что было бы. Да. Капитан-герой. Герой-то герой. А с чужими женами спит. Нане, вам, наверное, заняться больше нечем там на кухне, кроме сбора сплетен. Ириночка Сергеевна, я своими глазами все это видела. Где? В лазарете. Я утром хачапури испекла, вино взяла, плед турецкий, в подарок ему взяла. Захожу, а они там как 2 голубка в обнимку спят. Ну, Огнев и Катя. Ну, жена этого молодого лейтенанта, светленький такой, знаете. Ой, и счастливые, улыбаются. Понимаете? Жалко его. Вот кто бы мог подумать, это Катя. Такая тихоня с виду. Наня, вы свободны. И передайте привет шефам и благодарность. Вы можете идти. Гия, нам пора. Ну, мам! Гия, нам пора. А вы что, обиделись? Я? Какое отношение я имею к Огневу и Богданову? Действительно, никакого. До свидания. До свидания. Коммутатор. Соедините меня, пожалуйста, с капитаном Огневым.
Это Кирсанова, детский дом счастья. Товарищ Зарубина, я не ошибаюсь? Все так. Добрый день, Ирина Сергеевна. Это прапорщик Побегало. С радостью хочу отрапортовать, что теперь вопросами детдома занимаюсь я. Это личное распоряжение капитана Огнева. Так что пишите все пожелания, проблемы или там списки необходимого, сразу отреагирую. Это я вам обещаю. Ну что, договорились? Алло? Ирина Сергеевна? Алло? Вы меня слышите? Алло? Да ну что ж такое со связью, какая-то проблема?